Привет! В сегодняшнем видео мы ответим на вопрос, какая страна самая здоровая в мире? Угадайте? Япония. Вот так вот. Япония считается самой здоровой страной по нескольким причинам. Первое. Из всех стран мира именно в Японии больше всего супердолгожителей на душу населения. Супердолгожители — это люди, возраст которых перевалил отметку в 110 лет. А на юге страны, на острове Окинава, живет больше всего долгожителей в мире, то есть людей, перешагнувших столетний юбилей. Конкуренцию ему составляет Сардиния, где также живет большое число долгожителей. Но в целом именно в Японии самый низкий в мире уровень смертности от возрастных болезней, таких как диабет, рак, артрит, болезнь Альцгеймера. Также в Японии самый низкий в мире показатель ожирения. Почему? Ответ в их диете. Но сначала один интересный факт. В 2009 году Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло так называемый закон Метабо. Забавно, что его не назвали законом против ожирения, но суть его в том, что все граждане в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить обязательный ежегодный замер талии. У мужчин объем талии не должен превышать 33,5 дюймов, то есть 85 сантиметров, а у женщин 35,5 дюймов, то есть 90 сантиметров. Не знаю, как именно взимается штраф, то ли через страховую компанию, то ли через правительственные органы, но, на мой взгляд, эти целевые значения очень даже мотивируют, потому что это показатель инсулинорезистентности и уровня инсулина в крови. И если люди могут удерживать инсулин на низком уровне, то смогут избежать диабета, некоторых факторов риска развития рака, артрита и болезни Альцгеймера, которая, кстати, является диабетом третьего типа. Я также знаю, что при превышении этих значений людям предписывают посещать занятия, на которых их учат питанию. Подробностей не знаю, но считаю, что стоит внедрить нечто подобное в США. И самое важное, конечно же, донести правильную информацию, потому что правительству приходится оплачивать счета по уже возникшим осложнениям, этим болезням. Вот они действуют на опережение. А теперь поговорим о том, что же такое едят японцы. Очень много рыбы, сырой рыбы. Суши с морскими водорослями, содержащими важные микроэлементы. Рыба и моллюски богаты DHA, микроэлементами, витаминами, питательными веществами и высококачественными белками. Овощи, особенно морские водоросли. Они едят много маринованных и квашеных овощей для улучшения пищеварения. Да, они едят рис и лапшу, но также они пьют зеленый чай, едят фрукты. А еще натто — это сброженные соевые бобы. И хотя на вкус это блюдо не очень, оно богато витамином К2, который очень эффективно выводит кальций из мягких тканей, из артерий и суставов. Он также полезен для подпитки митохондрий. А еще японцы много ходят. Если вы еще не видели мое видео о Сардинии, ссылка будет ниже, но есть нечто общее между этой частью Италии и Японией. И те, и другие едят рыбу, моллюсков, овощи. В Италии, конечно, рису и лапше предпочитают пасту, но они также очень много ходят пешком. Ну и, конечно же, вишенка на торте, простите за сравнение, это вот этот закон. Он заставляет людей обратить внимание на самое главное — на объем талии, ведь именно он укажет на уровень инсулина у вас в крови. Если вы только обнаружили мой канал, узнайте об инсулинорезистентности, перейдя по ссылке ниже. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.